Ну, как вам, ребята? У нас погодка-то прекрасная, тепло, ветерок легенький. Ну, легенький. Вчера было сильнее. На улице сейчас скажу сколько. На улице сейчас в обед 22 ноября 19 градусов. Вот. Обсуждал я с людьми информацию, что происходит в России. И у меня создалось впечатление, что очень похоже на... Становится похожим на Советский Союз. Да, кстати, я Андрей Панюшкин. Вы просто обязаны на меня подписаться, поставить лайк. Очень прошу вас написать комментарий. Можно прямо сейчас, можете написать, поскольку я буду рассказывать о Советском Союзе, можете в процессе написать комментарий, обязательно вам это нужно сделать. Подписка, досмотрите до конца. И еще одна такая просьба. Я живу в красивом месте, но буквально живу на то, что вы мне присылаете, те донаты, которые вы присылаете. Поэтому, если хоть как-то вам это заходит, воспользуйтесь сервисами типа Boosty или Buy Me Coffee для тех, у кого европейские карты или казахские, не российские карты. Можете задонатить мне столько, сколько вам кажется, я наработал своими рассказами. К сожалению, в этом прекрасном месте нету возможности работать на русском языке, поэтому только благодаря вам я могу здесь дальше оставаться. В принципе, чего хотелось бы начать? Начать с того, что я родился в середине 70-х годов, вероятно, я в 76-м году. Да, вероятно, я родился в период, когда в Советском Союзе была максимальная степень расцвета, середина брежневского застоя. Родился я в Краснодаре, рядом с Кубанским госуниверситетом. Отец мой был преподавателем университета, дом был заселен преподавателями университета. Обычная хрущевка, ну, чуть-чуть другой планировки, чем соседние хрущевки. Около Карасуна, такое озеро, так в Краснодаре называются озера. Кара это черный, ну Карасун это черная вода. Не знаю почему. Может быть потому, что много ила. Карасун был прекрасен. Я вот как сейчас помню, в конце 70-х, начале 80-х, там мы реально из-под воды били ключи. То есть вот настолько чистая вода была, что били ключи, мы там ловили в детстве раков. Сейчас такое представить невозможно. Что я помню? Ну, наверное, из детского садика я помню то, что был детский садик. В принципе, в шаговой доступности от дома. Если хотите, в том же квартале. Не помню, как он назывался, но я помню, что было два садика недалеко от улицы 2-я Пятилетка в Краснодаре. Помню, что нас кормили, ну, как детские воспоминания, невкусной столовской едой в детском садике, всякие эти запеканки. Нам категорически не нравились котлеты, которые называли зраза. Поэтому мы как дети вспоминали зраза, зараза. Вот. Ну, как взрослый человек-то я понимаю, что в принципе
еда как еда, то есть творожная запеканка, запеканка яичная типа омлета такая. Ну, нам, детям, конечно, не нравилось. Тихий час нам не нравился. Вот. Но это все-таки детские воспоминания, наверное, наиболее серьезные начинаются со времен школы. Значит, не знаю, почему нужно всегда ходить в школу к 8 утра. Это отвратительное издевательство над детьми. Детское воспоминание: я иду от дома к школе, в 40-ю я школу ходил. Это школа обычная, почти обычная. Единственное, что в Краснодаре она с языковым уклоном, то есть как-то ведущая школа по изучению французского языка, что как раз совпало с моим акцентом, который у меня, естественно, французский. Какой он у меня еще может быть? Типичный французский акцент в русском языке. Je suis français. Но в этой школе, в советской школе, в 40-й, это старое достаточно здание, наверное, было построено еще при Сталине. Ну, оно такое вот неоклассицизма какого-то стиля, с колоннами, с чем-то таким. В этой школе были дети разные, абсолютно разные дети. Были дети, те, кто находился на химии, это условно осужденные за какие-то незначительные правонарушения. Они жили там же, рядом с этой школой на Селезнева, в такой семейном общежитии. И работали эти люди на химии, они работали на Краснодарском спиртовом заводе или спиртовом, не знаю, спиртзаводе. Он там недалеко находился на Селезнева же. И мы ходили все в одну и ту же школу. Дети тех, кто находится на химии, дети преподаватели, в общем, все вместе ходили в одну и ту же школу, в один и тот же класс. Значит, детские воспоминания школьные, то, что нужно было таскать сменку и мыть ноги и обувь холодной водой перед входом в школу. Ходил я мимо военной кафедры Кубанского госуниверситета, и там у меня жуткое воспоминание детства, страшное. Это я видел этих студентов в противогазах, и они там маршировали. Меня они почему-то, эти студенты в противогазах, ужасным образом пугали. Не знаю почему. Ходили мы, дети, ходили мимо двух строящихся зданий общежитий 9-этажных университета. Стройка, по-моему, была не огороженная. Или мы как-то пролазили. Не, по-моему, не помню, что мы пролазили. И потом эти общежития запустили. И у меня был случай, когда упала крышка сковородка упала чугунная рядом со мной, буквально еще в секунду, и попала мне по голове. Но не попала. Потому что мы ходили над балконами этих общежитий, а в этих двух общежитиях жили иностранные студенты, ну в основном там из стран Азии и Африки. Они выбрасывали упаковки из-под сигарет Данхел, как я сейчас помню. И мы их собирали, эти упаковки, из-под Мальборо, из-под Данхел. Ну, дети что-то же любят коллекционировать. Детское радостное воспоминание: мы идем из школы, заходим в университетскую столовую, она там находится недалеко же от университета. Заходим туда, я каждый день, когда ходил в школу, покупал на обратном пути стакан томатного сока за 10 копеек. До сих пор обожаю томатный сок, я вообще его любил всю жизнь и люблю до сих пор. Вот я помню стакан томатного сока за 10 копеек, и может быть поэтому у меня, тут не сглазить, достаточно хорошее здоровье. Я, например, оказывается, могу задержать воздух и не дышать целую минуту, и даже больше. Вот томатный сок я в детстве пил в больших количествах, и каждый день, когда ходил в школу, пил по стакану томатного сока на обратном пути.
Мы заходили в эту столовую, значит, помню, что в столовой было много бесплатного хлеба, его можно было набирать сколько хочешь. Для нас было удовольствием и развлечением, когда были свадьбы студенческие, особенно иностранцев. И ну, всяких там вьетнамцев очень много учили. Я, кстати, с каким-то вьетнамцем там даже подружился. Он типа тайцзи цюань или чем-то таким, гимнастика какой-то занимался около Корсуна. Я с ним подружился. Он говорил по-русски. И вот когда были свадьбы, обсыпали молодоженов рисом и мелочью. И мы эту мелочь собирали. Такое детское воспоминание. Много было деревьев орехов. Я почему-то любил залазить на деревья в детстве. И много было грецких орехов, деревьев вокруг, тополей и грецких орехов. И вот я залазил на грецкие орехи и собирал эти орехи и ел их в большом количестве. Поэтому я такой умный. Потому что в детстве пил томатный сок. Он правда реально вкусный. У меня аж слюна выделилась. И из этих 3-литровых банок, которые на Кубани называются баллон. И ел грецкие орехи, вот свежие, с такой горькой, горьковатой кожицей, молодые. Все руки были черные, так что у меня еще в детстве много было йода впитано через кожу. Ну, реально, слушайте, я прям как это самое, биохакер был в детстве. Грецкие орехи, томатный сок, вот. Развертолом себя это самое лечил. Развертол это биологически активная добавка из кожицы таких антиоксидантов, из кожицы таких растений, как черника, голубика, ежевика и красный виноград. Ну, те, кто любит выпить сухого вина, как я, красного, мы считаем, что мы лечимся с каждым бокалом. Ну, в какой-то смысле, да, как минимум психику мы лечим. Так, значит, вообще с этой столовой у нас было много приключений. Ну, как все советские дети, мы любили жарить картошку на костре. И, значит, мы ходили к этой столовой. Это у нас был объект для набегов. Я теперь могу признаться, через 40 лет. Я был всегда небольшого роста и такой худенький. Сейчас-то я уже не худенький, но тоже небольшого роста. И меня, как одного из самых маленьких в нашей банде, заставляли пролезать на склад этой столовой. И мы оттуда утаскивали несколько баллонов с зелеными помидорами, вот, которые вот продавались маринованные. Не красные вкусные, как бабушка делала, а вот зеленые невкусные вот эти советские помидоры неспелые, маринованные. Но мы, как дети, их утаскивали, из дома брали картошку. Там же набирали около столовой ненужные деревянные ящики, которых в Советском Союзе было полно. И жарили на берегу Карасуна в костре, как я сейчас помню. Вот прям дерево могу показать, где жарили. Под шелковицей мы жарили картошку с луком, с солью и вот этими солеными помидорами, в смысле не солеными, маринованными помидорами мы ели, пока погода позволяла. А зимой, вообще, слушайте, рассказ какой-то идеального детства, а зимой катались на коньках и играли в хоккей. Слушайте, я понимаю, почему я таким здоровеньким вырос-то. Детство прям зожника какого-то. Катались на коньках по Карасуну, потому что он тогда замерзал хорошо и надолго. Иначе бы родители мне не купили коньки. Не было бы смысла там на пару недель. А так он месяцами был замерзший. 2 раза я проблемы имел с Карасуном. 1 раз я шел, мама даже не знает до сих пор. 1 раз я, наверное, в 4 классе шел из школы, вышел на лед, недалеко где-то, в паре метрах от берега, и провалился по пояс под лед. Промок, но больше всего испугался. Холодно, понятно, но испугался, что мама узнает, что я провалился, и буду я порот.
Меня били в детстве. Поэтому я пришел домой, сразу в ванну и типа я чищу, вот брюки грязные, школьная форма оказалась, чищу брюки, чтобы меня не выпороли за то, что я под лед провалился. Второй раз я спас одного из своих одноклассников, тоже детей преподавателя по фамилии Мостовой. Он провалился под лед, я его, как нас учили, подполз к нему на пузе и вытащил. Вот. Не знаю, утонул бы он или нет, ну, наверное, бы он утонул, потому что он провалился там, где было достаточно глубоко. Ну, то есть он полностью провалился. Это первый раз, когда я спас жизнь человека, но не последний. Ну, в общем, у меня такие, как положительные воспоминания детские о Советском Союзе. Помню, гнилые овощи были в магазинах. Помню, что все время телевизор ломался, вызывали мастера. Черно-белый телевизор, понятно, что 2 канала всего лишь. Папа ругался на меня: о, ты смотришь много телевизора, а мы смотрели, конечно, клуб путешественника в мире животных назывался по воскресеньям. И у нас вы не поверите, современные дети, вы не поверите, меня ругали и били за то, что я все время находился на улице, потому что развлечение у нас было игра типа как казаки-разбойники. Я не понимаю, как это вообще рождалась, эта идея. Взять кусок палки, поскольку мы около Карасуна жили, насадить на кусок палки, наконец, такой колобок из глины, оттянуть эту палку, типа прощи, и засадить своему другу в лобешник этим куском глины. Вот такое развлечение. Ну, понятно, что мы воровали и ели все, что там можно было найти вокруг. То есть мы собирали зеленые какие-то там сливы, зеленые абрикосы, зеленый виноград, в основном жутко поносили после этого. Ну, в этом было детское приключение. На самом деле мы тренировали, как оказалось, иммунную систему. Ели смолу с этих деревьев всяких разных, но в основном фруктовых. Жевали битум. Бля, идиоты, а. Вот. Ну, университет вокруг строился, поэтому у нас было в избытке всяких куч с глиной и прочих мест для развлечений. Плохие воспоминания. Во-первых, нас заставляли каждый месяц собирать макулатуру. Я задолбал всех соседей, у них выпрашивая макулатуру. Во-вторых, нас заставляли собирать металлолом. И его нельзя было в таком количестве найти, по крайней мере, в этом месте, где я жил. Мы катались на велосипеде по всему Краснодару, уезжали так далеко. Родители не знали, как далеко мы уезжали. Мы уезжали, допустим, я со Ставропольской уезжал от университета на Старокубанскую, за Старокубанскую, я сейчас помню, мы уезжали на то, что сейчас называется парк Солнечный остров. Тогда он 40 лет октября, по-моему, назывался. Потом по мосту мы приезжали на другую сторону, как сейчас помню, там какое-то поле было. По этому полю дальше, по понтонному мосту на Мусорку, полазили по этой Мусорке, потом выехали на Старокубанскую и по Старокубанской вернулись к университету. Вот такая у нас была поездка. Ну, если бы родители узнали, куда мы ездили, нас бы жестким образом, ну, меня точно бы избили так, чтобы мое желание крутить педали начисто отпало. Но не узнали. Машин было тогда мало. По поводу преступности. Значит, первое. Еще будучи школьником, я жил там до 5 класса, около университета, я несколько раз наблюдал мужика как вуалериста. Эксгибициониста, нет. Эксгибициониста. Ну, короче, кого-то, кто вот так распахивает халат, ну не халат, а плащ и показывает себя голым. Вот. В детстве у меня есть несколько воспоминаний, что такие люди около университета ходили и показывали нам свои органы. Так, по поводу преступности. Меня как-то поймали за то, что я делал бомбочки. Милиция поймала за то, что я делал бомбочки и взрывал их.
А все делали тогда бомбочки, пилили магнезиевый сплав с колес самолетов, которые стояли рядом в парке развлечений для детей, и делали эти бомбочки. Ну какие у нас еще развлечения? Ну, еще мы дети. Я помню, что университет строил теплотрассу через свои склады. Они разобрали стену, забор. И потому что надо было теплотрассу провести через территорию этого склада. И мы туда толпой детей ворвались. И, по-моему, воровали все, что можно было украсть. Какие-то там фильтры для химии, какие-то колбы. Нам все это было нужно. То есть мы разворовали химический склад Кубанского госуниверситета. Ну сколько я там был? Ну не старше 5 класса. Ну вот, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Детям это все нужно было. Толпой была целая толпа детей, которые тащили оттуда. И это мы все были такие более-менее интеллигентные дети, преподаватели. Ну не только, там же разный был. Вообще очень смешанная была такая тусовка. Нас отправили как-то перебирать картошку гнилую на овощебазу на Комсомольском, это я помню. Ну, толку от нас не очень было много. Нас отвозили как-то на таком длинном автобусе гармошка на Икарусе. Отвезли куда-то за гидрострой детей. То есть не старше 5 класса, нас отвезли туда помогать убирать морковку с поля. За гидростроем были поля. И нам сказали, надо из поля вытащить морковку. Вот трактор прошел, его вскрыл. И надо было вытаскивать. Ну, тоже не помню, чтобы мы каких-то успехов достигли с вытаскиванием этой морковки. Этот труд был бесплатный. И на овощебазе вытаскивать эту морковку. Нас водили на завод Красный Октябрь, по-моему, так он назывался, или просто Октябрь. На углу Головатого и Красной, где сейчас ТЦ Галерея, был завод металлургический. И нас туда водили, показывали, как вот льют какие-то, ну помню, такие небольшие печи для плавки металла. В конце, нет, это уже потом было, да, это в конце 80-х было. Ну что еще могу вспомнить? Мы были вообще очень неприкаянными, то есть нас очень сложно было детей советских загнать домой заниматься по учебникам. Я еще был насильно отправлен в музыкальную школу. Вообще не хотел заниматься на аккордеоне, но мама реализовывала то, что сама не сделала, она сама не доучилась на аккордеоне. Зачем-то она заставляла меня учиться играть на аккордеоне. А я хотел всегда рисовать, мне больше нравилось рисовать. Но нет, в художественную школу меня не отправили, зато я 5 лет отходил на аккордеон. Жуткое насилие над ребенком, вообще не нравилось мне это дело. И у меня, оказывается, одни евреи были преподаватели. Я тут недавно узнал, что фамилия Есин еврейская, и, Армор, это, конечно, тоже еврейская фамилия. Вот. Я играл в детских постановках Волка все время на Новый год. Почему-то. Волк позорный. Ставьте лайк. Кто вам еще такое расскажет, что я волк позорный? Вот. И помню, что у нас был главный музицировал Рубен. Он потом был одним из основателей и солистом группы «Ноль» в Краснодаре, в которой играла в том числе Маша Макарова, известная вам по песне Маши Медведей. Вот. Да, Рубен и Маша, мы потом с ними общались. Ну, в смысле, я с ними общался потом уже, когда взрослее стал. Что еще? Начальная школа. Уроками не хотели заниматься. Хотели играть на улице, бегать. Абсолютно. Нас отвезли на Комсомольский, на КСК, вернее, на стадион к 1 мая какие-то
тренировать или к 9, нет, к 1 мая тренировать какие-то вот фигуры из людей строить. И мы на обратном пути, никто особо нас не контролировал. Мы на трамвае обратно ехали, решили в парк Солнечный остров, то есть 40-летие октября, или 30-летие, не помню, чего-то там октября, выйти и пошли купаться в начале мая на теплую Кубань. Там была холодная Кубань, не теплая Кубань, куда из ТЭЦ сбрасывали теплую воду. И я туда зашел и чуть не отрезал себе палец, потому что под водой была донышко от бутылки разбитое. И я вот на эту розочку большим пальцем насадился, сильно-сильно порезался. Понял, что меня все, что я не отрезал, дома оторвут. И засунул ногу в кеды, пошел домой с кровавой ногой, потом отмывал эту кровь из кедов. И, ну, в общем, мама не узнала о том, что я себе отрезал сильно палец. Каким-то образом. Сам перебинтовался. Я вообще хотел быть врачом, поэтому с детства сам себе оказывал медицинскую помощь. И из еще детских воспоминаний проблемы с продуктами. То есть я вот конкретно помню, еще в этом стареньком, на первом месте жительства. Во-первых, зимы, кстати, были очень снежные. Я помню, много снега было в каждую зиму. То есть это где-то до 88 года точно. И помню, что радость для меня была, когда мы могли съесть жареного цыпленка табака. Я до сих пор не могу есть толстых куриц. Вот не могу. Для меня курица вкусная, это если она кожа до кости. Вот такая я собака Павлова. Привили в детстве, ну, привычку, да, что вкусная это вот эта вот советская курица, которая синяя умерла своей смертью. И помню, что они продавались в таких огромных упаковках, смороженные в неестественных позах жертв извержения Везувия. И моя задача была подождать, когда эта упаковка немножко разморозится, чтобы этих курей с шеями, с лапами разорвать, оторвать друг от друга и заморозить в старых, помытых молочных пакетах. Да, кстати, вспомнил, обожали мы есть мороженое. Пломбир было за счастье купить, в основном покупали молочное или сливочное. Молочное, по-моему, 10 копеек стоило. Стаканчик, сливочное стоило 15, пломбир 20, а если был новороссийский пломбир в конусе, в рожке, я не помню, сколько он стоил, то есть вот этот новороссийский пломбир, он был, по-моему, 25 копеек, и самым кайфом было филевское, ну, то есть вот эта лакомка мороженое, такая, типа батончика. Его очень сложно было найти где-то. Но вот мороженого мы ели много, пирожных тоже много ели. Все это сжигалось. Относительно дешево было. Дедушка меня в 6-летнем возрасте заставил с ним пиво пить. Ему было одному скучно. Еще я помню, с детства узнал, что водка, вернее спирт, это главная валюта. И водка в Советском Союзе в качестве расчета за какие-то услуги бутылку дарили. Ну, типа даже не взятка, как благодарность. Но у меня детство, не могу сказать, что было очень радостное, потому что мы жили все в одной комнате. 4, то есть 4 человека в одной комнате. Я, моя младшая сестра и папа с мамой. В 20 квадратных метрах. Я не скажу, что это большая радость жить в такой скученности. Много семейных конфликтов в детстве видел. Соседи, которые выходцы из Дагестана, лезгины, он преподавал советский коммунизм, научный коммунизм. Не помню, как его звали, мужика этого соседа, но я помню, что у них была 3-комнатная квартира. То есть ему, как преподавателю научного коммунизма, 3-комнатную дали с 4 детьми, при этом у них 2 мальчика было.
Марат и Низами, до сих пор помню, как зовут. А я разнополые дети, я и моя сестра младшая, и у нас была одна комната. Вот. Вот такая сегрегация, потому что папа преподавал химию, не научный коммунизм. Ну вот, относительно безопасно в плане, дети были сами себе предоставлены, из телефонов только телефон-автомат на улице, куча всяких приключений, самостоятельность. Отвозили летом к бабушкам, или в Ростов-на-Дону, или в Туапсе. Сами мы, будучи какими маленькими, 10-летними, передвигались там в автобусах, в соседние, по территории, соответственно, ездили сами городов, без сопровождающих. Сам я ездил в музыкальную школу, на Шевченко, в 4-ю музыкальную школу в Краснодаре, на трамвае. Сам же оттуда возвращался. Грязно было, я помню, что все время застирывал брюки, потому что было грязно везде. И да, очень плохое у меня воспоминание детское, это то, что школьные брюки, обязательно детская форма, они у меня вызывали аллергическую реакцию, у меня жутко чесались ноги от этих школьных брюк. Родителям приходилось покупать синие брюки из другого материала, не из школьной формы, чтобы я мог хоть как-то сидеть, а не расчесывать себе ноги до красноты, до крови. И вот преподавательница истории ко мне приставала все время, почему я не хожу в форме. Синие брюки, но не форменные. Вот она приставала, я должен ходить в форме. И она же первая, как только Советский Союз распался, она же первая стала демократкой. Еще какое воспоминание вот за этих ранних детских лет. Мы отдыхали в Джубге, база отдыха «Заря», или там турбаза «Заря», да, как-то так называлась. Детский сейчас это пансионат. Туда меня не пустили. Я приезжал в 22 году, меня туда не пустили, сказали только для детей. Не смог я детские воспоминания разворошить. Там, конечно, классно было отдыхать, и всяких енотов мы видели, енотовидных собак, когда нас вывозили в турпоход в палатках. Какая детская память, все помнит. Индийского кино я видел очень много в детстве, потому что крутили в основном индийское кино из развлечений. Я хорошо умею стрелять из воздушки, других развлечений особенно не было. Из детских воспоминаний я вам могу так сказать. Папа арендовал на свой паспорт катамаран. А я очень любил нырять с маской. Поэтому я могу, наверное, задержать дыхание надолго. Почему он арендовал катамаран? Паспорт надо было в залог оставить. И я поехал на этом катамаране один, без родителей, купаться и нырять с катамараном в Джубге. Представляете степень самостоятельности? Мне было, наверное, 10-12 лет, не больше. Поехали на этом катамаране, что-то я пересадил, больше часа, ныряли. И помню, что мы подплываем к берегу, и спасательная операция за мной уже должна была поехать. Значит, спускают спасатели свой катер с большими моторами. Папа им пообещал бутылку спирта. А у него, как у химика из университета, естественно, всегда был спирт. И вот спускают это, значит, глиссер на подводных крыльях практически. Меня спасать, и тут я подплываю. Спасатели были очень недовольны, папа был очень недоволен. В общем, в результате спасатели все равно получили свой спирт, потому что они уже начали спасательную операцию. А я получил очень много по попе за то, что я катался на катамаране больше, чем положено, больше, чем 1 час.
И хорошо был выпорот. Вообще насилие домашнее в семье в отношении детей в Советском Союзе скорее было нормой, чем исключением. Меня лупили всем, чем попадется под руку. И тапочком, и ремнем, и руками. И, насколько я знаю, и моих родителей лупили. То есть в Советском Союзе домашнее насилие это была норма, не исключение. То есть я, конечно, шлепал свою дочку, но до определенного возраста, и она до сих пор мне это вспоминает. Но это у меня было скорее исключение, чем правило. В Советском же Союзе отлупить ребенка было нормой. Еще я в Советском же Союзе, в этом турбазе «Заря», выучил следующее. Что такое советская система блата и трудоустройства? Значит, у нас были знакомые семьи, я знаю фамилию, знаю имя, все запомнил. Она работала в санатории, на турбазе. Он, потому что ему нужно было построить дом, то есть муж нашей знакомой, взрослые люди, он работал на разных профессиях. То есть вначале он работал там на каком-то типа карьере, возил щебень и навез себе стройматериалов и кирпича для строительства дома. Потом он перешел в другую организацию, начал работать на кране. И ездил себе этим краном бесплатно после работы, укладывал эти... В общем, идея в чем? В том, что он перемещался с работы на работу, чтобы у него была бесплатная техника или доступ к материалам для строительства для строительства своего дома. А бизнес у них, как бы источник денег, был в чем? В том, что они забирали на мотороллере муравей помои, то есть несъеденную еду с этой турбазы «Заря», отвозили к себе в Джубге к дому, и там они разводили свиней, потому что мясо в Советском Союзе, особенно на курорте, особенно свинина на шашлыки для отдыхающих. Помните этот советский шашлык, который с маринованным лучком, чуть-чуть с уксусом и шашлычок пожаренный вот там вот на море? Вкусняшка же, да, слюнка у вас потекла, как у меня. Ну вот, они, значит, разводили свиней, и я тогда, наверное, в 10 или 12-летнем возрасте увидел, как огромная свинья размером в 1,5 человека, ее загоняют в угол и закалывают. То есть я видел, как кололи свиней. И потом их смолили, нас кормили шашлыком, все такое. И вот на продаже этой свинины, считайте, вот бесплатные корма, естественно, я думаю, что делились со всей вертикальной структурой на этой турбазе деньгами от продажи свинины. Потому что свинину, естественно, продавали потом во всякие общепитовские точки в Джубге. Потом я помню, что уже начались проблемы в конце 80-х годов. Что-то, в общем, возникла какая-то проблема с продуктами. И помню, что они продавали хлеб. Раньше хлеб, эти кирпичики в Советском Союзе, стоили буквально ниже себестоимости. Но в конце 80-х началась проблема, или в середине даже, наверное, проблема с продажей этого хлеба. Была ограничение по количеству булок в руки. По-моему, не больше 4 булок. И вот наш этот друг семьи из Джубги, дядя Витя, привет передаю. Мы, кстати, можем вернуться к обещанному. Мне обещали, что я могу жениться на дочке дяди Вити. Я готов, если что. Присылайте. Я здесь, в Испании. Вот. Кстати, надо обратиться. Все-таки обещали моим родителям, что отдадут младшую дочку мне. А она... Точно. Мне было 10 лет, а она только родилась. И мне пообещали, что я смогу на ней жениться. Идеальная разница в возрасте. Ей 39, мне 49. Все. Нужно в Джубгу позвонить, сказать: дядя Витя, я готов, я здесь. Чем мне Джубга, а?
Блин, хорошо вспомнил. Да, поставьте мне лайк и напишите комментарий, удастся ли мне жениться на Майе или нет. Дядя Витя нас, типа, как друзей семьи, попросил зайти вместе с ним в магазин в Джубге и купить хлеба. И помню, что мы каждый выходили с этими булками. Ну, у нас 4 человека, соответственно, мы вынесли 16 булок. И этими булками кормили свиней. Для того, чтобы, ну, как бы, они набирали массу. То есть, где взять продукты? Ну, вот так вот мы, обычная дружба в советской семье. Так сказать, представители трудовой интеллигенции, то есть моя семья, и представители рабочей интеллигенции, то есть семья дяди Вити. Вот мы дружили с семьями много лет, помогали друг другу, куда-то там на охоту ходили, кормили нас всякой копченой рыбой, вкуснейшая ставритка, на рыбалку ездили. То вот такое вот совместное времяпрепровождение в советских семьях было. Познакомились, подружились, случайно достаточно познакомились, подружились и потом многие годы дружили. Да, видишь, жену мне обещали. Ну, наверное, вот для первой порции воспоминаний о Советском Союзе. Еще раз про продукты вспомню. Был такой универсам на Вишняковой и Ставропольской. И я вот как сейчас помню визуально, полки, вот эти вот ряды этого универсама, они почти пустые. Посередине стоит тетка, продает типа сметану. А на самом деле это сметана, разбавленная кефиром. И она такая жидкая, что, ну, она вот, сейчас таким кефир продают, а тогда это была сметана. И вот пустые ряды в этом универсаме. Помню еще, как папу заводили в подсобку магазина «Океан» на Ставропольской и продавали ему больших жирных сазанов и карпов каких-то, которых из-под полы, то есть это был дефицит, которых выращивали в прудовом хозяйстве ТЭЦ. А в самом магазине не было этой рыбы. То есть там продавалась только какая-то замороженная рыба. Вообще вот идея пищевого дефицита, любого дефицита, она была понятна советскому человеку и школьнику в том числе. То есть для нас это была экзотика, когда тебя ведут в цирке, вот тебя покупают эту упаковку с мандаринами и конфетами всякими, типа этого грильяжа, от которого можно зубы сломать, каракумы и все. Шоколадные конфеты, вообще шоколад, птичье молоко. Ну, все же вы делали то же самое, что и я. Объедал шоколад вокруг этого белого суфле. Воспоминания, которые я сейчас помню, 4 класса. Значит, я сидел за одной партой с девочкой по имени Лена, помню фамилию. Маленькая, тоненькая такая вот девочка, хрупкая. И она мне очень нравилась. И мои родители познакомились с ее родителями, и мы пошли к ним в гости на Новый год. Значит, рассказываю, как выглядел. Они жили на Селезнева. Не помню, кем работала ее семья, но что-то там где-то связанное с наукоемким производством каким-то. Ну, может быть, где-то в какой-то лаборатории. То есть не рабочие. Тоже какая-то вот интеллигенция. И вот мы пошли к ним на новогодний стол в гости. Подали пюре. Такое серое, то есть оно не жирное. Серое пюре картофельное. Соленая, присоленая селедка из банки, которую надо вымачивать в молоке, чтобы она не такая соленая была. Горошек, ну и понятно, что селедка, сверху луком посыпанная, зеленый горошек из банки, ну, наверное, какие-то фрукты. Вот это был новогодний стол, который мы ели. 4 класс, то есть это, сейчас пытаюсь вспомнить, ну, 86-87 год, где-то так. Новогодний стол. Ничего другого не было.
В магазине, у нас там недалеко был магазин на Ставропольской овощей, там практически не было овощей, ну кроме гнилых. Радость была, когда приезжала лавка и привозила виноград в таких вот плоских ящиках. То есть мы в детстве фанатели, конечно, от фруктов. И вот этот виноград, когда привозили, мы его с удовольствием ели, прям не мытый. Ну, все относительно стоило, наверное, недорого. Консервированных овощей тоже было мало. Мы, помню, радовались, если можно было купить что-то типа венгерских или болгарских каких-нибудь там лечи или перцев. Все делали закрутки. Я умею делать закрутки всего. Помидоры, огурцы, патиссоны, арбузы, грибы. Все, я научен, я вот в любой момент готов сделать вам закрученные какие-нибудь овощи. Компоты крутили. Настолько не хватало этих всяких вот ну не полуфабрикатов, а не хватало этих всяких продуктов питания, что у меня детское воспоминание, мы выезжаем в лес в горячий ключ каждую осень, либо для того, чтобы собирать кизил и делать из него домашние компоты, закручивать их на зиму, либо мы выезжаем туда собирать грибы. И это тоже не просто ради развлечения, это вот буквально физиологическая необходимость. Когда мы были на море, отдыхали в этой турбазе «Заря», для меня было счастье, если мама разрешала за 20 копеек пойти купить бутылочку пепси-колы или фанты, сделанную в Новороссийске. Радость была купить эту пепси-колу или фанту. И для нас это было счастье, что она такая вкусная, не отличная от обычного колокольчика, дюшеса, буратино и вот тех всех сладких. Саяны продавали, черные, помнится. Сколько у меня ненужной информации в мозгу. Ненужной сейчас. И вот дефицит каких-то вкусняшек, это было вот детское травмирующее такое воспоминание. Ну, для родителей, соответственно, был дефицит найти продукты питания какие-то, вообще какие-то вещи найти. Помнится, мы ездили по соседним станицам, точно ездили в Афипскую. В горячем ключе мне купили велосипед, потому что в Краснодаре его нельзя было купить, а в горячем ключе он продавался. Ездили, нет, по-моему, в Саратовске его купили даже, не в горячем ключе. Или нет, или в горячем ключе. Сейчас это место просто разрушено. В Динскую ездили за какой-то одеждой, на рынок в Афипскую ездили, там какие-то эти самые спекулянты, слово какое, спекулянты продавали около железнодорожного переезда на рынке какие-то вещи. То есть советская распределительная система разбрасывала ништяки по окружающим большие города станицам. Ну, чтобы, типа, распределение равномерно. Все, я думаю, что достаточно на первый раз. В качестве аванса напишите мне ваши воспоминания в комментариях о Советском Союзе до скажем так, 90-го года. Да я вам рассказал то, что я помню еще до 6 класса, потому что в 6 классе я переехал. Какие истории я вам обещаю рассказать, если вы мне напишите кучу комментариев. Если вы подпишетесь, и кто может, придите мне, пошлите какой-нибудь донат. Потому что иначе я просто умру от голода в Испании. Это не шутка, это правда. Тут на берегу все достаточно дорого. Например, рыба в 2 раза дороже, чем в Барселоне. У меня есть воспоминания, значит. Папа поехал с дедушкой покупать машину в Рязань, и дедушка нанес травму большому копытному животному. Не скажу как, пока вы мне не оставите комментарий со своими предположениями, какую травму мой дедушка мог нанести большому копытному животному. Так, это первое воспоминание. У меня есть воспоминание, как я чуть не погиб в детстве, упав с крыши. У меня есть воспоминания о советском дефиците из первых рук,
потому что моя бабушка работала в системе распределения советского дефицита. Я вам об этом могу рассказать. Кстати, я, наверное, думаю, поэтому папа и выбрал мою маму, потому что таким образом он мог вести в буквальном смысле более жирную жизнь. Вот. За что ему родители моей мамы очень благодарны были. Естественно, у меня есть воспоминания о советской даче. И как меня на этой даче эксплуатировали, что такое советская дача. Что еще я вам хотел рассказать из ранних... Я вам расскажу историю, которая до сих пор сидит внутри меня. Жуткая обида на Леонида Ильича Брежнева, из-за которого меня избили. Вот конкретно из-за этого человека меня избили. Из-за Брежнева. А тот, кто придет... Да, я очень хочу на самом деле раскрутить свои аккаунты на Патреоне и Бусти. Для подписчиков на Бусти я вам расскажу только там, нигде больше не расскажу. Расскажу эксклюзивную историю о моем соседе, с которым мы занимались воровством, буквально воровством, за которым мы уголовно наказывались сейчас. И этот человек работает в российских спецслужбах. Только на Бусти я и на Патреоне расскажу вам эту историю. Да, подписчиков. Ну, такие же секреты государственные не просто так выдают. Кстати говоря, наверное, если я скажу, в какой он спецслужбе работает из 3 букв, и как его фамилия и имя, и отчество, это, наверное, уголовно наказуемо будет уже по российским-то законам. Поэтому только для подписчиков на Бусти, Патреоне. Вот. Остальные, кто не хочет узнать государственный секрет, за бесплатно могут оставить мне комментарий. И в следующем выпуске для любителей Советского Союза тема про дефицит, про токсины, про березку, про чеки, про чешское пиво, про шашлыки. Вот про это все. Сколько у меня детских воспоминаний. И это я даже не дошел до 90-го года. Поездки на рыбалку в Донские лиманы. Нет, точно оставляйте комментарии. Надеюсь, вам понравился новый, так сказать, формат моего стендапа на фоне красивого испанского моря и погоды. С вас подписка, расшарьте эти воспоминания. Мне очень приятно с вами делиться. Я чем больше вам говорю, тем больше вспоминаю из того, что я, оказывается, это все очень хорошо помню. Как я учил 2 языка в школе, вначале французский, а потом пришел в другую школу и учил английский язык с нуля. Ну, про школу, наверное, надо поговорить, как она выглядела тогда. Много чего есть рассказать. Все, всем пока. Надеюсь, вы получили удовольствие, пустили слюнку. Про лунопарки. Про лунопарки не рассказал. И это что же нужно было рассказать? Ай-яй-яй. Все, в следующий раз продолжим. Где-то с 88 года. Про антиалкогольную кампанию не рассказал. Не рассказал то, как пили тройной одеколон и Шишкин лес, и русский лес. Как я в пионерлагерь поехал впервые в жизни, не рассказал. И переписывался 11-летним мальчиком с студентками педагогического колледжа. Тоже надо рассказать. Я на них запал, они на меня запали. Не знаю, но мы переписываемся реально. Столько всего. Все, всем пока. Люблю, целую.